Хочу начать это видео с того, что у нас на улице 30 градусов. Работает вентилятор практически круглосуточно, и это ни капельки не помогает. Но даже при такой жаре, от которой реально плавится мозг, и приходится чуть ли не каждые полчаса бегать в душ, я нашел для вас порцию страшных видео. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы с вами смотрим необъяснимые видео от очевидцев и пытаемся разобраться, где правда, а где фейк. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. Погнали! В общем, ребят, тут рассказик ведется о том, что один друг снимает своего друга, само собой, О, теперь мои местность, носки чтобы вы промокли из-за понимали, земли. там, где Это было вы. Взгляните на военное это. сражение очень-очень Да? давно. Вот он его снимает, и что-то Ох, происходит. Вы это видели? Оглядываясь Я, назад по-моему, на уже видео, заметил. Майкл Вот и сзади, Джейс да, кто-то потрясены, прошел? увидев то, что выглядит как таинственная фигура, одетая как солдат гражданской войны и несущая длинную И старомодную не мушку. придали главное значение, Жуткое да, привидение никакого? бесшумно идет по полю прямо за ними. Но Видите, про Майкл и войну Джейк рассказывал. говорят, что в тот момент они никого не видели. Так может Ну, ли это быть дух естественно, как павшего иначе. солдата гражданской войны? Не Дайте мне было бы знать, это что тогда вы об этом страшно так, да? думаете. Тут у нас штат Луизиана, и чувачочек один такой ехал и говорит, блин, пойду на заправку, короче, приехал заправиться. И тут он увидел странные вещи, как он-то в школьном автобусе. Взгляните на это. Игра. Давайте пойдем посмотрим. Какая игра? Дети? Тени детей в автобусе? Давайте проведем расследование. Странно. Это Как пустой вы автобус. дойдете? Мне кажется, там... Может быть, это просто тени, а дети рядом с автобусом Это бегают? пустой автобус. Можно увидеть странные жуткие тени детей, проходящих через школьный автобус, даже несмотря на то, что транспортное средство припарковано совершенно пусто. Данте говорит, что он подошел к автобусу и даже объехал его на своем грузовике, но не Выглядит, да, увидел как жутко? никого и ничего, что могло бы объяснить эти странные явления. Данте был напуган всем произошедшим и опубликовал тут свое объяснишь? видео на Facebook, где Мне оно кажется, быстро да, с той набрало более стороны- 2 миллионов просмотров. По состоянию на сегодняшний день тайна Точнее, школьных даже солнце автобусных светит теней остается на неразгаданной. автобус спереди, получается. И они могли там где-то быть. Тут, в общем, девушка, может быть, не одна, не знаю, пошли в туннель, который раньше использовался немецкими войсками для чего-то. И поездкой выходной у нее было. И она такая, поеду, говорит, поснимаю вот эту вот штуку. Может быть, просто ехали и увидели. Вот. И вот что-то у них там, видимо. Что-то видимо. Или невидимо. Ничего себе, такой туннелик, да? Не маленький. Конечно, я могу ошибаться. Может быть, не подруга, а мужик, потому что здесь перевод просто, сами понимаете. Что-то бледное и тонкое поднимается Вроде над девушка. рельсами перед Лаурой на чем-то похожем на тонкую маленькую руку. А я не спалил, слушай. Что касается Лауры, то она бросает один взгляд на эту тревожную вещь и просто поворачивается и убегает. Теперь, пересматривая Я бы, этот клип наверное, снова и сказал, снова, что это я, как и честно с говоря, тем понятия не тараканом, имею, но- что это такое. Это похоже на безволосый торс с двумя худыми Ну да, руками, странно. поднимающийся Чё очень думаете, а? неестественным образом. Вот это наложили или нет? Может быть, это животное, Естественно, может быть, выглядит, это очень конечно. странно выглядящий человек. Я просто не знаю. Так что Блин, вы скажете какой-то, мне, да, что, очень по вашему худощавый. мнению, это такое в комментариях. Тут рассказ ведется про двух маленьких мальчиков, которые один к другому пришел ночевать. Ну, с кем не бывает, правильно? У нас было такое, когда мы такие, я пойду к своему другу ночевать. А вот, один к другому пришел, и вот они что-то вот... Прости, у я них этого там не знаю. вечеринка пижамная. Алекса, расскажи мне ужасную историю. А, они с Алисой балуются. Алекса, остановись. Алекса,
Алекса. Что случилось-то? Вообще ничего. Алекса, остановись. Алекса. Как и просили, Алекса Что начинает случилось-то? рассказывать страшную историю, начинающуюся со слов. Ты это слышал? Ты это слышал? 8-летние мальчики теряют рассудок и просто начинают кричать и вопить, чтобы Алекса остановилась. Надо попробовать. Койся, Алиса, ну-ка бегом пробуйте. Попросите ее рассказать страшную историю. К счастью, мать Джексона приходит на помощь, но, похоже, она совершенно не впечатлена их реакцией. Я думаю, что урок здесь заключается в том, что всегда нужно быть осторожным, позволяя Да, своим спрошу, в детям чем проблема-то, смотреть или вы слушать чё? пугающий контент. Не, ну дети, Контент. да, они ж Я имею в виду, накручивают. наслаждайся. Здесь рассказ ведется о девушке. Она тикток-пользователь, ну просто снимает всякое. И ее отец Среди пришел, как празднующих обычно, прихожан там, можно воскресное увидеть вот это, бледного они ходят человека в без церковь. особых черт лица и с глубокими впалыми глазами. Мариана спрашивает своего отца о таинственной фигуре, Ага. и он тоже встревожен и сбит с толку, потому что говорит, что не видел этого человека, когда снимал видео. Он спрашивает других членов церкви, но никто не узнает странного незнакомца на кадрах. Но вот тут-то все и становится Как по-настоящему тут узнаешь-то? странным, потому что Мариана утверждает, что был один человек, который узнал эту фигуру. Старый священник церкви. Священник сказал, что человек на видео – это Так, пожилая ну-ка. женщина, которая раньше тесно сотрудничала с церковью. Женщина, которая умерла Лысая. много лет назад. Так это призрак этой женщины, Ну, а тут появляющийся уже всё в церкви на как бы рождественском объясняется. мессе? Или все это просто тщательно продуманная мистификация? Тут рассказ о девушке, которая с детьми возвращалась поздно ночью домой и заметила что-то в окне. Мы что-то подобное видели, но дом другой. Хорошо, подожди. Мы видели что-то тоже собираемся там ночью, посмотреть мамаша вниз на минуту. возвращалась. Но опусти свой А фонарик. тут что-то... Я дом не Давай узнаю. посмотрим, какой-то сможем ли другой. мы заставить его снова включиться. Может, конечно, если вы помните, скажите, Хорошо, тот это видос посвети или туда нет. своим Мне кажется, это фонариком. что-то новое. Теперь оно исчезло. Опусти свой фонарик. Посвети еще раз. Опусти его. Опусти свой фонарик. Давай посмотрим, сделает ли оно это еще раз. Хорошо, подними его, поторопись. Кто-то или что-то может быть видно сквозь жалюзи в А, ну спальне типа дочери кто-то Алисы. выглянул эту Но когда они решеточку, да, так? светят своим фонариком, что бы это ни было, оно просто исчезает из виду. Достаточно жутко, что за жалюзи никого не видно, и не видно, чтобы чья-то рука двигала их. И Батя так Алиса пранкует. считает, что в ее доме обитает дружелюбное Всех. привидение или полтергейст, который не причиняет вреда ее семье. Так что вместо того, чтобы встревожиться, Алиса и ее дети просто вбегают прямо в Да, дом и домовой. быстро направляются наверх, чтобы проверить окно. Хорошо, давай посмотрим, сделает ли оно это еще раз, детка. Подними свой фонарик. То есть мамаша такая, младшего самого такая, иди наверх, Хорошо, давай короче, к войдем призраку, а внутрь. я Давай тут войдем постою, внутрь. поснимаю. Давай войдем внутрь. Ну, хитрая. Ну, ты хитрая. Хорошо, вот и второй этаж. Я просто хочу показать вам, ребята. Никого нет за дверью. И давай. Вот комната моей матери. Здесь Ага. немного беспорядок. Мне очень жаль, но просто чтобы показать тебе. Вот шкаф. Я просто хочу показать тебе, что там никого нет. Комната моей матери, у нее... Никого нет в шкафу. Вот окно прямо здесь. Ну, в смысле, она жива, мать, или нет? Никого. Ни единого человека здесь наверху. Семья ничего и никого там не находит. Теперь интересно отметить, что вскоре после публикации этого видео в TikTok Алиса закрыла свою учетную запись и, похоже, просто исчезла из интернета. Так что это своего рода загадка. Да. Призрак... Это заставляет Призрак бабульки задуматься, забрал был ли её. этот призрак все-таки дружелюбным. Всю семью. Ой, ну тут, естественно, ютубчик и люди, которые проверяют
на предмет паранормального, разные издания и так далее. Здесь рассказывается про тюрьму, которая построена была там в 1833 году. Здесь погибло очень много людей. Некоторые вот повешенные были, некоторые от болезней умерли. В общем, по-разному. Вот. И тут некоторые тела, ну, которые, видимо, нет родных или еще что-то, они были похоронены где-то рядом, представляете, рядом с тюрьмой. И вот тут расследователи исследуют. А мы сейчас должны увидеть, что Меня у зовут них же Криста. произошло не просто Не так. могли бы вы, пожалуйста, сказать мне, как вас зовут? И только не говори, что там ЭГФ это вот. Кто-нибудь выходит из-за угла? Что именно? Нет, остановитесь, 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 остановитесь. Это не смешно. Криста приходит в ужас, когда слышит шаркающие шаги в коридоре рядом с собой, а затем голос, который, как она думает, принадлежит коллеге-следователю Рейфу. Но есть только одна проблема. В это время Рейф находился в совершенно другой части здания, снимая происходящее вместе с другими следователями. Я, вероятно, не буду делать портвейн. Со мной никогда ничего не случается. Со мной все в порядке. Да, но может быть так и не будет. Хорошо, я посижу Скинул, здесь. да? Давайте посидим секунд Больше 20 никогда не около буду того. делать портвейн. У меня От такая этого же нас ситуация, глючит. поэтому я стараюсь просто находиться за камерой. Так будет веселее. Криста была совершенно одна, в то время как члены команды Рейф, Келли и Джеймс проводили отдельное расследование в другой части тюрьмы. На самом деле, когда Криста окликает их, камера другого члена команды в режиме реального времени фиксирует, как они бегут проверить Кристу. Кто-нибудь выходит из-за угла? Что? Вы в восторге? То есть вот это вот тот, кто сказал. Нет. Остановитесь, 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 Что это за остановитесь, музон-то? Он так остановитесь. мешает. Мы уже идем. Рэй, с вами все в порядке? Это не смешно. Что происходит? Там никого нет. Ну, достаточно далеко, чтобы, да, этот голос прям играйте ей со там мной. Кто мы такие? услышался. Чего вы ждете? Да, так оно и было. Мы были в комнате во время бала, и он поднялся наверх, на кухню. Остановитесь. Я услышала шаги. Нет. А потом я сказала: «Привет, я так и знала». И это прозвучало так, будто вы собираетесь убираться отсюда. Нет, так оно и было. Он был с нами. Я продолжаю в том же духе. Я могу сделать видеозапись. Это вы. Вы клянетесь? Я пойду. И Я могу держитесь сделать, крепче. тоже же Мы сделал. все это снимаем на видео. После повторного просмотра видеозаписи следователи пришли к выводу, что голос Рейфа мог имитировать дух. Слушайте, тут впервые рассказывают о том, что человек не ютубер, не тиктокер, и это просто парень, как рассказывают, который однажды выложил видео в интернет про то, что с ним случилось. Он как-то вот ехал ночью куда-то, и, как рассказывается, он говорит, захотелось спать, и он решил свернуть с трассы, ну, съехать и Так вот, остановиться. изначально я не собирался поспать снимать это немного. видео, И но несколько как дней мы назад я был догадались, в кемпинге в как Сан-Рио. вы догадались, Мне сейчас показалось, что-то что это будет хорошее место, чтобы странное. съехать на обочину вот в этом лесном районе и поспать, где, как мне казалось, на самом деле никого не было. Так, Прямо сейчас я сплю в кузове своего грузовика. Я даже не знаю, который сейчас час, и прямо сейчас кто-то ходит вокруг моего грузовика. Если ты это слышишь, то это довольно громко. Он уже 20 минут ходит вокруг да около. В моей кабине, что однако, он хочет взломать машину, не понимает, я есть там действительно не человек знаю, или что нет. делать. Я немного напуган прямо сейчас. Вор. И снаружи чертовски темно, вероятно, около 2 часов Ты его ночи. напугай, И он скажи, просто «А ну, продолжает а ну!» ходить вокруг да около. И он действительно близко к моему грузовику. Я никогда не был так напуган.
И это не имеет никакого смысла, потому что я припарковался где-то там, где тебя не видно. На дороге никого не было. Он буквально стучит. Он буквально стучит в мой грузовик. Почему? Навес, задняя дверь заперта. Я никогда не смогу быть напуганным вечно. Я не думаю, что он знает, что здесь кто-то есть. Я так напуган прямо сейчас. Как же Он выматывает буквально жара. заглядывает в дверь прямо сейчас. Ты напуган. А я Я никогда вспотнул. не был так напуган. Так что текущее время 2:30 утра прямо сейчас. Он все еще ходит вокруг моего грузовика. Я попробую посмотреть, смогу ли я пошевелить ногой, чтобы напугать его. Вот и он. Боже мой. Это как? Боже мой. Боже мой. В конце концов, кем бы ни был этот человек, он ушел и оставил Ноя в покое. Но на следующее утро, когда Ной осторожно выходит из своего грузовика, там остаются какие-то жутковатые улики. Итак, я вернулся домой. Это на следующий день. Ну-ка. Он довольно долго пытался Улики. заглянуть в мой грузовик со всеми этими отметинами. Я даже не заметил этого, пока не вернулся домой. Там были отпечатки Явно здесь ладоней, не мистика. множество царапин и Ну, тому любой, подобное. здравомыслящий человек скажет, что Он просто провел чел пальцем по моей стороне моего пытался грузовика. найти лазейку в грузовик. Ну, это выглядит так, как будто он Тачка пытается стоит забраться на в мой трассе. грузовик. А, Это действительно все, что я мог сказать, когда он ходил вокруг. Это что-то новенькое. Я не знаю, как это туда попало. Еще больше отпечатков ладоней, пытающихся забраться в мой грузовик. По крайней мере, задний навес был заперт. Ну да, таков был результат. Так что это, вероятно, был самый страшный опыт участия в кампании, который у Или меня, пьяный. вероятно, когда-либо был за всю мою жизнь. шел и... О, хоть обо что-то облокочусь. Теперь самая странная вещь во всем этом инциденте заключается в том, что Ной был припаркован в лесу в стороне от дороги, в глуши посреди ночи. И кем бы ни был этот человек снаружи, у него не было фонарика, и он не произнес ни единого слова, пока всю ночь крался вокруг грузовика Ноя. Так кто же это был и чего он хотел? Как он должен? Я вор? Возможно, Ною Эй, повезло, есть кто что он внутри? Я так и ща не воровать узнал об пойду. этом. Так, ребят, тут рассказ про какую-то больницу, в которой очень много случилось нехорошего, скажем так. Много смертей было и так далее. И многие, в том числе работники, люди, пациенты и так далее, много раз были такие рассказы, скажем так, да, что они что-то видели, что-то чувствовали и так далее. И один из ютуберов, естественно, пошел проверить, скажем так, на предмет паранормального больницу. Я действительно слышу какие-то звуки. Я немножко не понял, она до сих пор действующая или уже, закрытая больница? Что Вот- это, черт вот этого возьми, не понял. такое? Что-то звенит? Колокольчик. Динь-динь-динь. Леденящий душу звук звенящего здесь всегда колокольчика можно сразу эхом сомневаться, разносится по если темным человек коридорам. Франко, в конце концов, как бы намеренно маленький идет, колокольчик, висящий на ну, в двери смысле, я имею в виду больницы, расхитители вот таким этих образом вот двигающийся сам по себе. паранормального, Не сталкера обращая и внимания прочего. на странное То есть, происшествие, блин, он направляется в аптеку больницы. недоверие Здесь есть следует сразу такое. отметить, что нынешние смотрители больницы прилагают все усилия, Аптека. чтобы воссоздать то, как могла выглядеть больница, когда она работала. Поэтому полки аптеки заставлены пустыми бутылочками из-под лекарств. значит, Сейчас нерабочая это может уже. показаться немного странным, но не настолько, как то, что произойдет дальше. Но, по всей О, у видимости, этого охраняют заведения ее есть хорошо. собственная так как аптека. на У меня месте. есть прибор ночного видения с другой стороны. Вау! Вы что, издеваетесь надо мной? Вау. Посмотрите на это. Блин, ну в такую локацию, конечно, сходить круто было бы. Там, где все на местах. Ни в коем случае, черт возьми.
Когда Фрэнк входит, несколько пустых пузырьков из-под таблеток необъяснимым образом опрокидываются и падают на пол. Начиная испытывать некоторое беспокойство, Как будто кто-то Фрэнк продолжает сильно ветер свое подал, да, исследование, под на этот раз осматривая бывшее детское отделение больницы. Итак, что я собираюсь сделать, так это пойти дальше и взять вот это, о боже мой. И ж длинные страшные тоннели. Эта лошадь движется. И это началось. Что за чертовщина? Это ваша лошадь? Вам нравится она, наверное, играть с на лошадью? батарейках? У меня такое чувство, что в этой комнате словно витает дух ребенка. И как ни странно, стало по-настоящему холодно. Вскоре после инцидента с лошадкой-качалкой Франко заканчивает свое расследование. Но позже, когда он выложил видео на YouTube, его зрители заметили кое-что, чего не заметил Франко. Нечто совершенно пугающее. Ну-ка. На протяжении всего своего расследования Фрэнк говорит, что ему кажется, будто кто-то следит за ним. Оказывается, он, возможно, был прав. Стрёмно такие камеры. Просто даже для контента красивые кадры. Когда Франко заходит в одну из больничных Да. палат, его камера ночного видения фиксирует странную бледную Там фигуру, уже была которая, тень кажется, его, как следует будто. за ним внутрь. Может ли это быть Может, как один раз из это тот пациентов, чел, который якобы как раз бродит это по все и территории подстраивал больницы? для А контента. может быть, это просто туман Вот у меня, или кстати, иллюзия? просматривая мои Дайте мне походы знать, по что вы заброшкам, думаете ни об разу этом никто в не написал, комментариях. что что-то Чтобы заметил. узнать больше о расследовании Франка, Рассказ о том, что здесь один парень просто вышел покурить и увидел своего соседа, после инцидента смеющегося Мэри в окне, Келлерман как здесь опубликовала объяснилось, видео в своем и WhatsApp начал с снимать. заголовком «Моя соседка сумасшедшая». Она получила странный неожиданный ответ от одного из своих друзей. Ее друг Алан спрашивает, мне кажется, или за ней кто-то стоит. Нери потрясена до глубины души. Она публикует видео на своей странице в Facebook, и когда кто-то в комментариях делает так я и видео подумал, что более их двое ярким, там. все становится по-настоящему странным. Aide, no. No, manches, ¿estás loca? ¿Estás loca, verdad? Никто не может определить, что это за ужасающая темная фигура, но некоторые обеспокоенные зрители в комментариях предположили, что это призрак смерти. Стоя рядом со своей соседкой, она ведет себя слишком вообще беспечно, кажется. находясь Типа так ждал, близко к когда она краю свалится и здания. Однако заберет ее сосед душу. Келлермана чувствует себя совершенно нормально и не пострадал. Но как вы думаете, что представляет собой эта ужасная фигура? Дайте мне знать в комментариях. Так, кстати, вот такие иногда видосики прикольные. Здесь ребятишки просто такие, типа, ведут трансляцию на Привет, Twitch, братан. прямой эфир, Я из все дела, с Аргентины. кем-то Эй, общаются. как дела, чувак И- из Аргентины? Вы хотите поиграть в Майнкрафт? Он такой мой. В шкафу кто-то? Чувак, Он ух что, ты. на лошади скачет? Что это было? Что это было? Я думаю, что это приветствие. Да, я поняла. Это. Я очень жизнерадостна. Я это сделаю. Выключите телевизор. Включите телевизор. Так выключите или включите? Что именно? Собаки здесь нет. Я тоже так думаю. Вы шутите. Что это было? Это был, это был, это был, это был. Доигрались, бля. Чувак, как мне с этим покончить? Мы продвигаемся вперед, продвигаемся вперед. Уэсли и Джош вздрогнули от громкого удара, и Джош сказал, что стул в комнате по необъяснимой причине просто упал сам по себе. Как только Джош включил свет, чтобы проверить, что происходит, дверь шкафа, кажется, таинственным образом закрылась. Но никто из них этого не заметил.
Он как будто Уэсли кто-то продолжает сидит, такое свою ощущение, как игру, будто но тут несколько банок из-под они содовой могли же рядом это с ними с придумать. грохотом упали на пол. Наверное. И после этого оба парня кажутся немного напуганными и решают просто закончить прямую трансляцию прямо здесь. Так вот, одна странная вещь, которую я заметил в этом видео, заключается в том, что когда раздвижная дверь закрывается, создается впечатление, что внутри шкафа можно увидеть маленькую темную фигурку. Теперь эту фигуру также можно мельком увидеть ранее на видео, и на протяжении всего видео она Да, остается заранее. совершенно неподвижной. Теперь, конечно, это может быть кто-то из их друзей или членов семьи, разыгрывающий их, или это может быть просто подделка. Но если Уэсли и Джош играют здесь, то это довольно впечатляющее представление, потому что они оба выглядят вполне законно напуганными. Из шкафа, да, выкинул там что-нибудь, бубух, вот. Ну, не знаю, мне кажется, это пранк какой-то. Явно. Что это было? Это был рак. Это был рак. Здесь опять еще один исследователь паранормального в Мексике исследует дом, как говорят по мифам, там, слухам, с призраками дом. И якобы они в этом доме видят что-то вроде либо пожилой женщины, либо девочки, ну, непонятно. В общем, попёрся исследовать, и наверняка нам что-то сейчас покажет, да, что-то, наверное, интересное. И тут он, короче, ну, разными штуками эксперименты Я приглашаю проводит. вас, чтобы вы проявили себя как друг друга. Понятно. Донде están? СМС кому-то пришла. Когда Джордж не получает никакой реакции, он Я бросает хилька. играть на инструменте и отправляется осматривать территорию. А потом происходит вот что. Ay, cabrón, escuchen. Кто-то вместо него поиграл. Что за штука, первый раз слышу, чтобы духа вызывали какой-то, ну, каким-то инструментом. Уточню, музыкальным. Está igual como yo lo dejé. Что-то задевает камертон Это Джорджа вообще где-то внутри, понятно. но когда он возвращается в комнату, там ничего Камертон, ну нет. да, я почему-то и подумал. Только я знаю, что Ему он кажется, выглядит вот что так, духи две палочки. играют с ним, возможно, подшучивая над его маленьким музыкальным устройством. Исследуя дом, Джордж обнаруживает детскую комнату с разбросанными Такие, по полу игрушками. чё ты на чем играешь? Надо на гитаре было учиться. Пинь, на какой-то. Нет, здесь нет сена. Escuchen. Это Сено кабардинское. здесь искал, оказывается, ёпта. Лошадь надо В чем прокормить. дело? ¿En serio? ¿Escucharon? Джордж слышит необъяснимое хихиканье ребенка, доносящееся из дома, и отправляется на разведку. И вот теперь он запечатлел нечто ужасное. Ужас. Что же? Ay. ¿Qué si no mentes? Вы это видели? Джордж ничего не замечает, но ему кажется, что маленькая девочка пристально смотрит на него из темноты. Так удалось ли Джорджу поймать призрак ребенка, который якобы бродит по этому дому? Или все это просто тщательно продуманная мистификация? Тщательно продуманная мистификация. Решать вам. Вот такая подборка у нас получилась на этот раз. С каждым разом, как я уже и говорил, находить ролики становится все тяжелее и тяжелее. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то видео или вы снимали сами, обязательно присылайте в мой телеграм-канал. Также не забывайте делиться мыслями в комментариях о тех видео, которые вы увидели только что. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.